Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Что стало с родными Павлика Морозова, убившими пионера-героя?». В советские годы любой школьник знал про Павлика Морозова, его подвиг и страшную гибель. Ведь история этого мальчика была использована для пропаганды, чтобы наглядно показать, что жадные кулаки могут убить даже своих родственников. А ведь в сентябре 1932 года погиб не только 13-летний Павлик, но и его 8-летний братик Федя. Считается, что оба мальчика пострадали от рук родственников. Но на самом деле в истории про Павлика Морозова до сих пор много загадок и несостыковок. Начать надо хотя бы с того, что Паша Морозов пионером-то не был, просто в его школе тогда еще не было пионерской организации. Также очень странно вела себя его мать, сначала пребывавшая в шоке, а потом вовсю использовавшая свое привилегированное положение. Родиной Павлика была деревня Герасимовка в Уральской области. Он был самым старшим в семье председателя сельсовета Трофима Морозова. Как позже выяснилось, что Трофим был не прочь взятки брать, за которые решал все вопросы жителей, попутно пряча от них зерно, а затем наживаясь на честности других людей. Женился Трофим не на местной, мать Павлика была из соседней деревни. Односельчане недолюбливали эту женщину, да и сам Павлик особой любовью в деревне тоже никогда не пользовался. Трофим сначала просто заводил любовниц, благо деньги на это были, а в 1931 году вообще ушел к другой женщине, по факту живя сразу на 2 дома. Первой семье перепадало уже немного из денег отца, потому Павлик сам стал добытчиком. Он редко стал ходить в школу, помогая матери по хозяйству, и частенько попадался отцу под руку. Но мальчик не боялся, когда его били, а наоборот, подмечал это и все запоминал. Трофим часто пил и бил Татьяну, но и она молчала, боялась его. В воспоминаниях учительницы Павла Морозова есть такие слова про этого мальчика. «Очень стремился учиться. Он брал у меня книжки, только читать было некогда. Он и уроки из-за работы в поле и по хозяйству часто пропускал. Потом старался нагнать, к удивлению, успевал неплохо, да еще и свою маму грамоте учил». В общем, Павлик оказался слишком внимательным и умным пареньком, понимавшим, что его отец взяточник. С этого момента версии историков уже не так однозначны. Согласно одной истории, Павлик выступил на суде, который шел над Трофимом Морозовым. Речь мальчика была не в защиту своего родного отца, наоборот, он обличал его. «Я подал в суд заявление на своего отца. Я, как пионер, отказываюсь от отца. Он творил явную контрреволюцию. Мой отец не защитник октября. Он всячески помогал Кулуканову Арсентию Кулаку. Это он помог бежать остальным кулакам, запрятав кулацкое имущество, чтобы оно не досталось колхозникам. Я прошу привлечь отца к ответственности, чтобы другим было неповадно защищать кулаков». А вот совсем другую версию рассказывала Татьяна Морозова, мать Павлика. У Трофима, как у председателя, хранились все печати сельсовета. Он стал кулакам за большие деньги нужные им бумаги выписывать. Павлуша об этом прознал и написал письмо чекистам. Арестовали Трофима, дали 10 лет строгого режима. Мы остались жить дальше в деревне. Зачем остались только? Бежать надо было подальше отсюда. Знала я, не простят Морозовы ничего Павлу моему. Еще была третья версия, про которую рассказывали мало, но на данный момент она кажется самой правдивой, так как никакого геройства здесь не было. По ней Павлик находился дома, когда проверяли его отца, и совсем случайно проговорился, куда запрятано неучтенное зерно. За это и арестовали Трофима. Тем не менее, рассказ о смелом мальчике, который ради советской идеологии отрекся от собственного отца-взяточника, быстро стал набирать популярность в народе. О судьбе председателя Трофима переживали многие, особенно родственники, которых лишили хорошего участка земли и просторного дома. Все перешло Павлу, как старшему сыну и кормильцу в семье. А родители отца хотели завладеть этим хозяйством, считая, что маловат еще Павлуша. Но зачем так жестоко губить ради материальной выгоды не только Павлика, но и его 8-летнего брата? На этот вопрос ответа мы не найдем. Как происходило убийство, готовилось ли оно заранее, в какое время и чем конкретно убивали мальчиков, информации нет. Известно, что все произошло, когда дети остались одни. Мать поехала в город, чтобы продать там теленка, и задержалась на несколько дней. По одной версии, Павел и Федя пошли в лес собирать клюкву. Они хорошо знали места и не раз бывали там. Мальчики планировали остаться ночевать на поляне, поэтому сразу искать их никто не стал.
Мать вернулась из города, но поняла, что сыновей нет уже пару дней. Ей и сказали, что видели, как ребята уходили в лес. Неравнодушные люди вместе с матерью начали поиски, но обнаружили лишь тела мальчиков с ножевыми ранами. Также была версия, что поход в лес спланировали заранее родственники. Пригласили Павла, но братик Федя увязался с ним. Родственники отомстили старшему мальчику за то, что посадили Трофима, а Федю убили как свидетеля. Татьяна после того, как нашла своих сыновей в лесу, отправилась к свекрови и сильно с ней разругалась. Бабушка Павлика в пылу ссоры сказала фразы, которые услышал местный участковый, и принял за признание в убийстве мальчиков. Решено было возбудить уголовное дело с привлечением к ответственности деда и бабушки Павла, родителей Трофима Морозова, двоюродного брата Данилы и дяди, того самого кулака Арсения Кулуканова. Отца Трофима звали Сергеем. Он был бывшим жандармом, а бабка Ксения в молодости была воровкой. Потом спелась с жандармом и стала добропорядочной женой. По местным меркам Морозовы тоже были кулаками, но они так затерроризировали все население Герасимовки, пользуясь положением Трофима, что их боялись. А когда за них взялась милиция, никто заступаться за бабку и деда Павлика не стал. Сергею и Ксении Морозовым суд дал по 10 лет лагерей, но до освобождения они не дожили, скончались в местах лишения свободы. Арсений Кулуканов стал главным обвиняемым. Считали, что именно он организовал расправу над детьми. Данила Морозов, уже взрослый 19-летний парень, был поддельником в убийстве. За это их расстреляли в ноябре 1932 года. Правда, еще одного обвиняемого, кулака Арсения Силина, оправдали в ходе суда. Его родственникам удалось доказать непричастность этого мужчины. Однако сейчас ясно, что следователи собрали недостаточную доказательную базу, в деле было много белых пятен. Поэтому некоторые историки уверены, что арест семьи Морозовых был несправедливым, так как милиционеры поверили деревенским сплетням и не стали проверять все досконально. А в наше время часть материалов дела затерялась, и теперь невозможно достоверно ответить, кто убил Павлика и Федю Морозовых. Бывший председатель колхоза Трофим Морозов, из-за кого случилась вся эта история, был приговорен к 10 годам лагерей, но в 1938 году Трофима досрочно освободили. Он остался жить в Тюменской области, завел новую семью и никогда не афишировал свое родство с Павликом Морозовым. Как протекала жизнь Трофима и от чего он умер, неизвестно. Зато известно, как жила Татьяна Морозова, на которую в одночасье обрушилась всесоюзная слава. Поначалу мать Феди и Павла пребывала в состоянии шока. Она уехала из Герасимовки сразу после того, как нашли детей мертвыми. Впоследствии Татьяна рассказывала, что после суда вообще слегка тронулась головой и легла в больницу. А когда вылечилась, встретил меня Алексей Горький и по Москве стал водить, места хорошие показывать, от тяжких дум отвлечь старался. Утешал, говорил: «Поставим мы вашему сыну лучший памятник, и имя его никогда не будет забыто». После Михаил Иванович Калинин и Надежда Константиновна Крупская пригласили меня к себе и сказали: «Уехать вам надо с Урала насовсем. Много идейных врагов там проживает, мстить будут, а правительство о вас позаботится». Сначала Морозова не могла определиться с тем, куда ей следует уехать. По слухам, ей выдали квартиру в Москве, но Татьяна все же была дремучей крестьянкой, и городская жизнь ей не нравилась. Тогда она отправилась поправить сильно шатавшееся здоровье в Алупку. Вид на Черное море ей настолько понравился, что она наотрез отказалась уезжать из Крыма. Татьяна написала Крупской телеграмму, что хочет жить на берегу Черного моря. И ей выделили дом, который не так давно освободился после высылки в Сибирь врагов народа. Вся чужая мебель, утварь и даже одежда стали принадлежать Татьяне Морозовой. Такого богатства у нее никогда еще не было. С ней приехали и два младших брата Павла, Алексей и Роман, которые были совсем еще малышами на момент смерти двух старших. Татьяна много лет всем рассказывала про геройскую смерть своего Павлика. Почти один и тот же текст неграмотная женщина говорила иностранцам, пионерам на партийных собраниях и всяческих мероприятиях. Ее стали считать матерью героя, почетным гостем на всех съездах и конференциях. Но к концу 1970-х годов все это порядком надоело Татьяне, просто уже не было сил. И она стала отказываться от рассказов про Павлика, советуя любопытным: «Почитайте книжки, там все есть». Михаил Лизинский, журналист, в 1979 году смог побеседовать с Татьяной. Этот разговор шел порядка 3 часов. Татьяна оставила о себе не очень лестные воспоминания, показалась Михаилу очень грубой и неприветливой дамой. Только после того, как выпила водки, у нее стал развязываться язык. Лизинский писал: «Вот тогда она покатила бочку на обкомовцев, которые ее курировали, за границу не отпускали, а приглашениями был завален весь комод.
С иностранцами общалась только под присмотром соответственных органов. Правда, это единственное было откровение, которое я вытащил из хитрой бабки. А насчет своего Пашки она добросовестно толдычила ту вызубренную версию, которую ей подготовил отдел пропаганды обкома. Так и доживала Татьяна свой век в Крыму, с соседями особо не общалась, подруг не заводила, а под конец жизни вообще стала затворницей. Она жила на пенсию по потере кормильца, которую ей выделило государство, и так никогда нигде и не поработала. Младшие братья Павлика, Роман и Алексей, вместе с матерью жили в Крыму. Про судьбу Романа известно совсем мало. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен и умер в госпитале. Алексей, когда вырос, переехал в Москву. Там у Татьяны оставалась квартира, от которой она отказываться не стала. Алексей женился, в семье родился сын, которого назвали Денисом. Но семья вскоре развалилась, и Алексей опять вернулся к матери в Крым. Там Татьяна подыскала ему невесту. Надежда, так звали новую жену Алексея, тоже родила сына. И его окрестили Павликом по просьбе бабушки. По некоторым данным, Алексей Морозов попал под репрессии, посидел в лагерях, несмотря на родство с героем. Он был реабилитирован в 1956-м и всю оставшуюся жизнь прожил в Крыму у матери. Работал сторожем в Доме культуры. Его супруга трудилась там же, уборщицей. Директор Дома культуры Юрий Васильевич рассказывал про своего сторожа так. Морозов был скромный, правильный мужик. Я ни разу не слышал от него брань. Про погибшего брата Трофима еще не распространялся. Видно, мать не позволяла языком молоть. Только под конец 1980-х годов, когда стали печатать статьи, которые разоблачали героизм Павлика Морозова, его брат нарушил молчание и дал интервью в местную газету. Но про этот материал не узнали. Да и не поверили бы. Мало ли, что рассказал брат героя, который на момент подвига был еще совсем маленький. Вот такая неоднозначная история про пионера, который вовсе пионером-то и не был. Если приврали в этой, казалось бы, совершенно очевидной детали, то что говорить об остальном? Кто знает, как бы повернулось это дело, если бы милиция провела более тщательную проверку. А может быть, мальчики остались жить, если бы не пошли в лес в тот злополучный день. И может, убили их вовсе не дед с бабкой, ведь они так и не признали свою вину, если судить по сохранившимся фрагментам дела Павлика Морозова. Сейчас уже на эти вопросы ответа не найти. А тогда стране просто нужен был очередной показатель, очередной герой, пусть даже в такой, по сути своей, страшной форме. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.